Итак, Коте стал той точкой, где мы плавно вошли в непальский трек в его в общепринятом смысле. Совершенно пустой после пандемии, без туристов и яков, но с ночевкой в лоджиях и с традиционным непальским меню. Can we check? Yeah. Сегодня мы позволили себе поспать на 2 часа дольше, и солнце уже освещало верхушки гор и звало в дорогу. Итак, друзья, Коте оказался очень гостеприимным поселком. Вот это я понимаю настоящий трек, а не какая-то полуавтономка. Идем в Такнак. Oh, check-in pay here? Yeah. Ah, okay. How much to pay? На выходе из Коте нас любезно поджидал чекпост, на котором я заплатил 3000 рупий за пермит, разрешение на вход в национальный парк Макалу-Барун. Maps.me показывает идти 4 часа 39 минут, 8,5 километров. А хозяин лоджии говорил идти всего 3 часа. Значит, обманул. Тепло, справа журчит река, светит солнышко, деревья кругом. Почему мне не хватает ледников, снега и темно-синего неба, почти черного? Почему меня тянет на высоту? Некоторым, наоборот, нравятся горы с природой, зеленка, как называют их альпинисты. А какие горы нравятся вам? Пишите в комментариях, обсудим. Так, пришли еще к какому-то одному чайному домику. Тут чьи-то вещи. I will go forward. Офигеть! Откуда-то стал появляться народ. Или мы так быстро идем, что кого-то догнали, или они влились с какой-то другой тропы. This is monastery. Yeah, this is monastery. I like to shooting movie. Yeah. Ништяк. У монастыря мы догнали человек 7 непальцев. Дело в том, что в период пандемии правительство Непала всячески старалось поддерживать внутренний туризм. Для этого стоимость пермитов для граждан Непала была снижена практически до нуля. Вот и стали ходить продвинутые непальцы на собственные горы для отдыха, а не только на работу. Эта группа через перевал не шла, а забросилась вертолетом из Луклы в Коте, что стоит 1000 баксов за 5 человек. Монастырь действующий, но монахов не видно.
Обстановочка внутри похожа на старые монастыри Тибета. Дверь открыта, можно зайти, помолиться, кто умеет, и оставить пожертвование, что я и сделал. Еще один чайный домик попадается на пути. Вы спросите, зачем я показываю вам эти сарайки? Ну, во-первых, они красивые. Во-вторых, иллюстрируют, какая тут кипела жизнь пару лет назад. Ладно, идем дальше. До Тагнака рукой подать. Maps.me слегка преувеличил сложность этого перехода. 3,5 часа вместе с монастырем получилось. Итак, друзья, вот я и пришел в Тагнак. Oxygen Lodge. Судя по занятиям местных, здесь есть интернет. Карточки по 6 гигабайт на 16 часов за 1000 рупий. В остальном все стандартно. Заказ еды, посиделки в дайнинг-руме, снова заказ еды. Я, правда, пошел на Сабай-Цо, мне сказали 20 минут, но забыл фонарик и вовремя вернулся. Я вчера от жадности заказал себе хэш-браун и спринг-ролл. Хэш-браун я осилил, аж спринг-ролл пришлось дать. Good? Delicious? Окей. К заказу еды на треке нужно подходить очень осторожно. Иногда аппетит не соответствует тому, что может переварить на высоте желудок. И с непривычки это может привести к обратному движению пищи. Вышли в 7:45 навстречу солнцу. Погода отличная. Идти сегодня 4,5 часа. Посмотрите, внизу Тагнак во всей своей красе, если вам видно. Ну вот началась звенящая красота. Иди себе, медитируй, наслаждайся видами. Сейчас Ванчо показал мне впервые Мерапик. Стало видно с тропы. Еще я узнал, что Айша это по-ихнему Глейша. Так я, в принципе, догадывался, что это что-то со льдом связано. I did yesterday morning, Merapik summit. Congratulations. Thank you so much. Congratulations. Встретили первых чуваков, которые побывали на Мерапике. Нифига себе. Дорога столбовая. Здесь проложено. Как все-таки тут прекрасно. В долине на 4500. Ни ветерка. Тагнак, верхний лагерь.
Все закрыто. Ну давайте я вас потихонечку начну знакомить с главными действующими лицами. Вы думаете, это Портер тащит картошку? Нет, это Пасанг Гилу Шерпа. Хотя отчасти вы правы, но он еще и клайминг Шерпа, и повар, и распорядитель хай-кэмпа. Когда туристов нет, приходится быть мастером на все руки. Поздравляю вас. Спасибо. Здрасте. Здрасте, как шли? Ну мы через перевал. Как в перевале дела? Плохо. В кошках надо идти. Кошках надо идти, много Да. снега. Ну как, вот так? Нет, А вдвоем. живете? Да. Авантюрист? Почему? Ну вообще, блин. Прикольно же, никого нет. Палатка есть. Вы откуда, с Екатеринбурга? Да. А, мы с активистами из Казахстана. А. Ну давайте, удачи вам спуститься. Вам тоже удачи. Поздравляю. Добрый день, good luck, good luck. Good luck. Thank you. Okay, good luck. You're alone? Alone? Да, один он. Alone? Yeah, alone. Yeah. Меропик. Yeah. Удачи вам. Спасибо. Good luck. Thank you. На подходе к лоджу встретил двух парней из Краснодара, которые искали фотографа. И я оказался как раз кстати. Вы куда, на Меру? Да. Мы вчера там были. Поздравляю. Можете нас фоткать, пожалуйста? Они уже сходили на Меропик. Желают мне удачи. Я их тут фотою с этими. Вот. Удачи вам огромное, вас скажу. Спасибо. Слишком простая. Спасибо. Вот Skypeak у них какой-то Adventure Club. Спасибо, парни. Давайте пока. Приятно слышать русскую речь. Давайте. Сам не сфоткал. К 11 мы достигли лоджа в поселке Кхари на высоте 4900 метров. Да не тут-то было. Попасть в лодж оказалось непросто. What's having this mistake? Мне неведомо, знают ли в Непале сказку про курочку Рябу, но все было как в этой классической истории. Дед бил-бил, не разбил. Баба била-била, не разбила. No possible. No possible. No possible. What I do? Yeah. It's only half away. Потом ни с того ни с сего замок взял и открылся. Хотя перед этим мы всю дверь уже раскурочили. Лодж был вполне уютный, большой. В номере было тепло, так как номера расположены на втором этаже под металлической крышей и уже успели нагреться от солнца. Но главный сюрприз. Итак, друзья, зацените этот сервис. Тут какие-то одеяла с подогревом. Вот это жесть. Правда, я этим так и не воспользовался. По-моему, эта система не работала. В дайнинг-руме есть библиотека с офигенными книгами. Зацените, что бестселлеров Джона Каракуэра «Into Thin Air» аж 3 штуки. А тут один алкоголь. Видимо, люди отмечают восхождение. На всем меротреке мы с непальскими товарищами были одни. Видимо, поэтому персонал из лоджа в Тагнаке почти в полном составе поднялся с нами в Кхари. Блин, отличный аппетит на 5000, кто бы мог подумать.
Сколько труда надо, чтобы вот это все камнями выложить, построить все это. Все закрыто. Делать после обеда было нечего, и я решил прогуляться повыше. Знаете, что я больше всего люблю на высотном треке? Тут, даже если ты ничего не делаешь, ты все равно занят делом. Идет высотная акклиматизация. Возвращаюсь назад. А то тропа уже замерзшая. Без палок можно не вернуться. Вот видите, тут висели флажки молитвенные, а остались от них только веревочки. Уже 2 года нет тут туристов. Согласитесь, утро – это особенное время суток. И особенно это справедливо на треке в Непале вне сезон. Поэтому Перед завтраком пошел прогуляться. Оделся потеплей. На улице минус 10, но не ветерка. Прикольно. Виды офигенные. сегодня акклиматизационный день, 6-й день на треке. И мы запланировали подняться до Мера Пик Бейскэмпа, отнести туда снарягу, кошки, ботинки и спуститься обратно в Кхари, чтобы переночевать еще одну ночь на 4900. Yesterday I reached this point. Вот видна тропа после базового лагеря, где уже люди идут на седло и в хай-кэмп. Намасте. У бейскэмпа нас догнал Пасанг, который за эти 2 дня 3 раза сбегал в хай-кэмп на 5800 и отнес необходимые для нашего комфортного восхождения грузы. До бейскэмпа дошли быстро, за час с небольшим. Where we put our boots? Boat, Carbon Easter is 30 minutes and the boat is looking. And after climbing boat, Carbon and Easter tomorrow. Окей. Будем прятать. Yeah. Потом Уанчу рассказал мне, Что здесь раньше был полностью ледник. И народ поднимался вот туда наверх и сразу же шел по леднику. А тут, где мы сейчас стоим, был все ледник. Офигеть. вечером у печки я познакомился с гидом непальских товарищей. Его звали Соном Шерпа. Мы обменялись фейсбуками, я показал ему трейлер про Хантенгри, он угостил меня тибетским чаем с ячьим маслом, и мы долго болтали.
говорили мы об Амфулапче.